Всем привет! И еще один день в Казе у нас. И сегодня просто потрясающая погода. Солнце светит очень ярко. В принципе, не так и холодно. Вот. Ну, просто красота. Вы только посмотрите на эту красоту. Уже позавтракали, и сейчас сегодня мы планируем посетить монастырь Ки и высокогорную деревушку Кипер. И вот мы уже почти подъехали к монастырю. Тибетский буддийский монастырь Ки или Ки-Гомпа находится в 15 километрах от административного центра Каза на вершине скального выступа на высоте 4200 метров. Монастырь является крупным религиозным центром, предназначенным для духовного обучения лам. Мы приехали уже в монастырь, и при монастыре есть школа. Вот так вот выглядит школа, где обучаются монахи. И также здесь есть библиотека, вот в этом здании. И школьный двор, где дети играют. Но нам предстоит подняться вот туда, на самую вершину, где расположен непосредственно сам монастырь, и находятся кельи, где живут монахи. Исторические буддийские монастыри, в частности вот в этом районе Спити, Ладах и Тибет, для изоляции их строили на холмах. Вот. И этот монастырь тоже не исключение, он построен высоко на самой верхушке холма, и стоянка расположена немножко ярусом ниже, и потом еще надо проделывать в гору путь пешком. Учитывая то, что мы находимся на какой высоте,
то очень сложно подниматься и надо делать остановки постоянно. Но это того стоит, потому что отсюда с холма открываются невероятные виды на саму долину, на горы. Ну и, конечно же, монастырь тоже очень красивый. Только посмотрите, какой невероятный вид открывается вот с этого холма. Это, наверное, самый красивый вид в долине Спити. Специально для Далай-ламы в монастыре сейчас строится вот такая для него резиденция. Вот такой красивый дом. То есть он, когда будет приезжать в монастырь, будет останавливаться вот в этих апартаментах. Ки-Гомпа был основан в XI веке. В те далекие времена монастырь многократно подвергался нападению со стороны монголов. В 1840 году монастырь был поврежден во время большого пожара. Также он значительно пострадал после землетрясения в 1975 году. Часть зданий пришлось практически полностью отстраивать заново. В 2000 году Ки-Гомпа отметил свое тысячелетие, на котором присутствовал сам Далай-лама. В зимнее время в монастыре проживает не менее 250-300 монахов. Летом послушники покидают монастырь для работы в полях, либо отправляются к себе домой. Обучение в монастыре проходят дети из семей окрестных деревень. После 5-летнего обучения они либо остаются в монастыре, либо возвращаются к обычной жизни. Ки-Гомпа построен по центрально-тибетскому образцу, как крепость-монастырь. Нагромождение небольших зданий, узкие коридоры и царящий полумрак – таковы условия жизни здешних монахов, принадлежащих к школе Гелугпа. В стенах монастыря содержится большое количество исторических и духовных ценностей, коллекция древних манускриптов, масок, оружия, священных изображений и музыкальных инструментов. Петляя в полумраке среди узких коридоров, нам удается заглянуть в каждый уголок этой монастырской обители. Ой, мама. На самом верхнем ярусе комплекса расположена комната, в которой временно жил Далай-лама XIV во время своей вынужденной эмиграции из Тибета в Индию в 1959 году. В 7 утра в Ки-Гомпе проходит церемония пуджи, в которой могут поучаствовать все желающие. В конце июня, начале июля, в полнолуние, в монастыре проходит красочный фестиваль с ритуальными танцами и сжиганием фигуры демона, сделанной из ячного масла. В монастыре также имеется несколько гостевых комнат, в которых может остановиться любой желающий.
Итак, мы наконец-то добрались до деревни Кибр. Здесь невероятно красиво. Это, наверное, самая красивая деревня в долине Спити. Но здесь, так как деревня находится очень высоко, очень сильно холодно. Намного холоднее, чем в долине самой. И очень сильный и ледяной ветер. И вот такой медвежонок здесь гуляет. Медведка. Красавчик. Красавчик. Вот в таком гостевом доме можно остановиться, снять комнату. Джейсон. Деревня Кибр является самой высокогорной деревней в округе Спити. Она находится в 7 километрах от монастыря Ки и в 19 километрах от поселка Каза. Кибр лежит в узкой долине на вершине известняковой скалы. Зимой снежные покровы покрывают долину, засыпая близлежащие перевалы. Суровое географическое месторасположение деревни позволяет местным жителям связываться с внешним миром лишь в летние месяцы года. Вот так вот выглядит школа в деревне Кибр. И вот это стадион школы. Рохит. В деревне находится около 80 домов, выполненных в обычном для региона тибетском стиле. Также в поселении располагается небольшая автобусная станция, больничное почтовое отделение, а также несколько гостевых домов. В один из таких гостевых домов мы заглянули на обед. Жизнь в Кибере тихая и размеренная. Местами активно ведется новое строительство, по улицам без дела болтается детвора и мелкие парнокопытные животные. В сущности, в Кибере кипит настоящая сельская жизнь. Городок прекрасный. Не знаю, мне здесь очень нравится чистенько. Несмотря на то, что в горах чистенько, это все аккуратно вообще. Люди приветливые, добрые, не алчные, не жадные, ничего. Так, тут есть шалёшки, нет? Excuse me, boy. Шапку, ты модель? Russia, yes. Раша. Так, шопинг в Казе.
Шопинг в Казе продолжается. Мы ищем платок и шапку. Да. А вот там еще есть сувенирка. Вот там слева. Как это? Сим-сим, откройся. Я не вижу там шапки. Ну ладно, не пойдем туда. Там еще, как я помню, гадкий дядька. Сегодня какое-то оживление прямо. Туристов много, видимо. Мгм. Так, а что у нас здесь? Здесь какой-то антиквар. Должны какие-то шалешки. Да, кстати. Вот висят. Надо зайти. Ну, может быть, внутри их больше. Ой, они толстенькие, такие теплые. Вон еще, смотри, шалешки висят. М. Они плотные очень. Очень М. плотные. Мне кажется, ей надо что-то... Че, на зиму плотная? Так ты пощупай, это даже для России будет, ну, очень плотное. Ну, хотя я не знаю. А, нет, это как какие-то как... Они, нет, они, не, наверное, не плотные, просто... А, Так я вот же этот как половик. Да. Я не думаю, что А мама вон- Пипина захочет носить половину. Тапочки, черевички. Мгм. Так. Давай, может, зайдем в эту антикварную лавку. Как заходить? Шопинг продолжается. Да. На которой мы покупали шалешки. И, может быть, даже шапочку найдем. Ой. Да, яка хвостом. Куртаж шерстяная, прикольная.